Всем привет! Это крипта для чайников. И насколько ты понимаешь, мой милый друг, именно сегодня мы попали в Грузию, прекраснейшую страну, от которой... Что? 8-й выпуск. А, я думал, ты мне показываешь текст с сурдоперевода. Я не умею. И мы сегодня в Грузии, и сегодня у нас 8-й выпуск. Эта передача шагает бесконечным образом. Поехали, заставку. И алкоголя нам, пожалуйста. Алкоголя! Алкоголя! А женщин не будет? Хороший мальчик не хуже девочки. Ха-ха. Только мне налили. Это водка? Это чача. Серьезно? Да. В нашей передаче настоящий виноград, настоящий хачапури и настоящая чача. Фух, твою мать. Ну что же, мы начинаем. Первый вопрос. После легализации биткоина, какое у него преимущество будет перед любой госвалютой? Ну, то есть появятся налоги, будут подконтрольны все транзакции, в чем будет разительное отличие? То есть ты имеешь в виду, если биткоин будет признан платежным средством, как, например, произошло в Сальвадоре, если это произойдет во всех странах мира, то что это биткоину даст? Да. И в чем будет его разительное отличие от фиатных валют? Ну, мы да, об этом уже много раз рассказывали, но разительное отличие заключается в том, что государство не имеет возможности выпускать биткоины. Это в принципе и до легализации, и после легализации. Да. Биткоину легализация, в принципе. Это момент номер раз. Момент номер два, что это даст биткоину с точки зрения развития, это даст популяризацию, конечно же. Потому что тогда, в таком случае, его можно будет использовать повсеместно. То тебе совершенно просто, например, будет приобрести что-либо за биткоины. Например, прийти в автосалон, купить машину, прийти купить дом, получить кредит под залог биткоина. Суду, да. Ну, то есть, да, это mass adoption, массовое принятие. Да, но есть еще, мне кажется, такой прикол, что если его, например, примут, а все знают, где сосредоточено большое количество биткоинов, то есть это в странах, которые там сейчас развиты, например, Китай, США, Украина, естественно, то кому выгодно, чтобы эти страны стали мега богаче? Потому что как только одна из каких-то крутых стран скажет, что да, биткоин это круто, все побегут покупать, он взлетит, например, до $1 миллиона, соответственно, все наши ребята соберут все денежки, благополучно выкупят все остальные страны, или как это произойдет? Я думаю, что это нереально на государственном уровне в развитых странах именно. Все, мы считаем, что биткоин это классно, ребята, вкладывайтесь в биткоин, все круто. Никто же не говорит, покупайте золото, ребята, золото это классно. Но при этом золото признают. Но при этом они говорят, золотой запас Украины составляет 20 миллиардов долларов. Биткоин-запас Украины будет составлять 1 биткоин, и все. А все остальное просто в частных руках. Ну, у Кучера 63, но он, правда, не доказал. Я говорю, да, есть, покажи. Не могу. Почему? Не хочу, как монтажер не вставит, конечно, но Булгаков, все же. Наша постоянная рубрика «Подсказка для монтажера». Вы не любите детей Германии? Люблю. Так купите. Не хочу. Смотри, на примере последней новости о том, что Украина приняла законопроект, который должен упорядочить регуляцию рынка. То есть они хотят взять контроль в свои руки, правильно? Нет, они хотят с этого заработать. Да. И это самое прискорбное. Украинский законопроект не предполагает, что биткоин станет платежным средством. Законопроект, который проголосован, предполагает, биткоин будет нематериальным видом актива, который можно приобрести, либо продать, или какую-то операцию с ним осуществить, но при этом он не будет являться платежным средством.
и чиновники, и так далее, они же понимают прекрасно, что Украина является одной из самых крупных по обороту криптовалют стран в мире. Ну, топ-5, да. Вот. И почему бы, соответственно, какие-то налоги не получить и так далее? Да, просто вывод этого сектора, огромного сектора, из тени. А есть ли где-то еще регулирование в криптовалютной отрасли в странах СНГ? Подожди, в Казахстане, В Казахстане да? еще не принято. А майнинг? Подожди, ну Майнинг это ж не Но это биржа. регулирование, ну это не биржа, но это регулирование в области ну если вообще какие-то криптовалютной подвижки. индустрии. Да, в Беларуси тоже есть регуляция. Вы не знаете, наверное, но многие биржи, которые в том числе обслуживают регион СНГ, да, клиентов из региона СНГ или ориентированы на них, они, как правило, зарегистрированы не в СНГ. родных юрисдикциях, потому что, опять же, нет регулирования. Вот. А вот, допустим, в Беларуси регулирование есть, и там есть даже платформа, которая получила лицензию на осуществление биржевой деятельности. Да, и у них там целый такой хаб сейчас образовывается. Да, прикольно на самом деле. Криптохаб. Прикольно. Я думаю, что в Украине после того, как проголосован закон, тоже появятся представители компаний, которые будут регистрироваться в Украине, потому что теперь это станет возможно. Может, вот. даже Но первая такая компания в СНГ, получается, это да, вот реально. Currency.com, это да. Currency.com. Но они, кстати, видимо, если у нас появилось регулирование, наверное, к нам тоже зайдут, будут как нашими партнерами-конкурентами. С большим интересом наблюдаю за этой платформой. Рынок достаточно плотный, и в этом плотном рынке очень круто иметь какие-то УТП, да, уникальные торговые предложения. И вот у них вот то, что действительно прикольно, это то, что они дают возможность торговать токенизированными акциями. Мы к этому идем, они это сейчас сделали. Молодцы. Да, мы об этом третий год разговариваем, они как бы это сделали, и у них достаточно большой портфель, у них более 2000 токенизированных акций. Это круто. У них, мало того, плечо до X500. Это, конечно, такая У нас стрёмная торговля. X5, у банана 125. У банан 125 отменил, банан оставил 20. Ну, банан оставил банан. Банан остался с бананом, да. Вот это помнишь, как играл? Все high-risk трейдеры быстренько переметнулись на currency, потому что там просто 500. Можно вот это на банане, вот эту вот вставочку нашему дизайнеру графику? Вот когда игра там, Наша где постоянная рубрика «Подсказка дизайнеру графики». падают кирпичи на каску, на вот эту разбивается, и он потом банан там такой ест. Вот это банан. Да, я не берусь судить в целом эту площадку, но из того многообразия платформ, которые на сегодняшний день представлены, ребята реально зарегистрированы, реально имеют лицензию, реально имеют понятных Мы сейчас про СНГ. конечных бенефициаров, да вообще для всего мира, ну как бы, потому что ни одна китайская биржа, ты там хрен днем с огнем найдешь, с кем же поругаться в конечном итоге, потому что как бы это все какие-то офшоры, левые какие-то люди и так далее. То есть здесь как бы понятная регистрация, понятный объект регулирования. Про розыгрыш. Я игрался там на бирже с этими акциями. Проходил их квесты, чтобы получить какие-то мини-бонусы? Нет, это хоть А нет времени я заниматься. проходил. Прикольно то, что еще у них есть возможность открыть демо-счет. И это прикольная опция. Ну, у нас тоже демо. Да, но у нас нет возможности открыть демо-счет и торговать с таким вот левериджем. Да, то есть у них большое плечо, и ты как бы можешь вот это все, значит, поэкспериментировать. Потыкать, помыкать, да, не попередвигать. теряя настоящих денег. Вот это прикольно. Я пытаюсь в интернете написать currency, не могу найти. Как правильно пишется? Currency.com. Currency. Кстати, нужно упомянуть бонус. Внося не менее $20 и совершая как минимум одну леверидж-операцию, вы можете получить дополнительные $50. Ну что, следующая новость. Рассматриваете ли вы mass adoption именно блокчейна, а не криптовалют, как перспективный бизнес? Например, создание реестров на блокчейне децентрализированных приложений, консалтинг по работе со смарт-контрактами и так далее. Или только биржи и DeFi? Да, конечно, рассматриваем. Мы об этом всегда говорим, что в первую очередь блокчейн. Блокчейн и, в первую очередь, децентрализованные блокчейны дают определенную гарантию. Есть масса, например, каких-то сервисов или услуг, которые оказываются, например, в электронном виде. Вот вы же, например, вы когда-нибудь посещали сервисный центр административных послуг? Вы знаете, вы туда приходите, нажимаете кнопочку, вам выезжает чек, в котором написано, что ваш номер там 134. Но есть тип,
который как бы приходит туда и не хочет сидеть в очереди. И для этого типа, соответственно, есть возможность заплатить деньги, и, например, как бы он туда приходит, а человек, который управляет всеми этими кнопочками и циферками, как бы ставит его перед вами. И поэтому вы, как долбоеб, сидите 3-й час, ждете свою очередь, 134, а перед вами проходят все. Оксана, в очереди один человек, бабушка, просто сидит, тоже ждет. Она уже померла в этой очереди, как бы вы за ней следующий, у вас номерок 134. Блокчейн бы не позволил бы такой истории, потому что так или иначе вот там есть какие-то цифры там и все прочее, какие-то реестры и так далее, но за этими всеми штуками всегда стоят люди, у которых есть красная кнопка. Вот. А в блокчейн как бы дает как раз такую возможность уйти от вот этих рисков, связанных с тем, что человек все равно стоит во главе стола. То есть это ваша информация, которая у вас хранится где-нибудь в облачном каком-нибудь сервисе. Apple, например, заявляет о конфиденциальности данных и куча там договоров и все остальное. Но вот представьте себе такую ситуацию, что человек, который отвечает за безопасность там, ну, ебется головой. Ну, вот образно говоря. Вот. Такое может быть. Ну, это реально. Потому что, ну, человек может ебаться, ну, как бы очень просто. И вот он ебется. И как бы и взял, и ваши конкретно фотографии, там, где вы фотографируете в душе свой член и прячете это в облако, как бы выкладывает в Инстаграм свой. С хэштегом, типа, смотрите, ты имеешь в виду прячет в облако, такое надувное облако, и он в это облако прячет свой член. Ну, знаешь, он купил, типа, вот это вот гигабайты в облаке. Да технологии, Глеб, не заморачивайся. И как бы вот такая ситуация. То есть децентрализованный блокчейн защищает нас от вот этих рисков, защищает нас от человеческого фактора. В этом ключе это самый безопасный инструмент, который на сегодняшний день, в принципе, может быть. И 13-й год его ж не могут как бы поломать. То есть вот он есть, и он работает. Прошел слушок, что у вас есть наполеоновские планы понизить налоги с 19 до 5%. Мы, конечно же, присутствовали в некоторых рабочих группах, которые законопроект этот и создавали. Каким-то образом мы тоже где-то приложили к нему немножко свою руку. Что касается 5%, это рекомендация рабочей группы и Минцифры. Но эта рекомендация может быть не принята, потому что в налоговой посчитают, что 5% это мало. И как бы на этом вся история с выведением ниши в белое поле как бы закончится в этот же день. Вот поэтому мы очень надеемся, что налоговые службы все-таки сделают такой мощный рывок в будущее, и 5% будут согласованы. Как бы это от нас не зависит, Володенька. Это не знаю, что там за слушок у тебя прошел. Но оно вроде как типологично звучит. То есть, если поставить налог 5% для физлица, то тебе гораздо выгоднее будет заплатить 5%, чем кому-то идти давать взятки, не взятки, прятать свои доходы. Ну, тебе просто ты заплатил 5% и спишь спокойно. А если каждый заплатит 5%, то государству хватит выше крыши. То же самое здесь, в криптовалюте. Говорят, вот 5%, например, то, что Вова говорит, будет мало. А поставите 19, вы же вообще дупля не отбиваете, как ты вообще понимаешь, считать? как бы на самом деле, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот смотри. Ну, я вот, например, неоднократно в своей жизни наблюдал, каким образом в Украине конкретно работает мозг предпринимателя. Вот есть какая-то ниша, в которой не трудятся несколько предпринимателей. Допустим, это там продажа каких-то товаров. Вот, допустим, пацаны возят айфоны. Егор и Филипп. Егор, как бы, у Егора нет конкурентной среды. Егор продает айфоны с наценкой 30%. Как проснулся? Охуенно дела идут. Где-то пьяный Егор рассказывает друзьям о том, что у него идут охуенно дела, и нарисовывается Филипп. Филипп тоже привозит айфоны в страну и как бы понимает, что для того, чтобы конкурировать с Егором, самый простой вариант — это не заморачиваться с маркетингом, каким-то построением. 25. 25, все, вот и пошел бизнес. Потом появляется еще один чувак, и вот так вот они как бы, вот у нас предприниматели вот так вот страхиваются в моль просто, понял? Потому что в конечном итоге рентабельность остается 1,5%. И все за эти 1,5% просто... Да, нет, то есть бизнес становится нерентабельный, как бы. И вот так у нас во всем. И поэтому, как бы, если налог будет 5%, то, с чего ты начал, да, на тему того, что, как бы, неинтересно будет пойти отнести взятку, все равно будет интересно. Потому что это у тебя ставка 5%, а я занес там Сан Санычу 1%, получается, сэкономил там на этом 4. Там 2 или 3. Не заметил. И получается, вот ты платишь налогов 5, а я 2. У меня товар уже дешевле на 3%. И все равно получается. И все, до свидания, 3%. И все, я борды вешаю, говорю, у меня на 3% дешевле, чем у Глеба. И идешь ты на...
со своей компанией Так вместе. вывод. Надо 20 ставить. Надо посчитать такую цифру, чтобы вообще было, ультра в западло там что-то комбинировать. 0,5%, например, какие-нибудь. Смотри, у нас сейчас 95% экономики в тени. Не, я согласен, но когда ты приходишь в какой-то центр, где вот сидят вот это комплекс вахтерши, так в очередь стали. Молодой человек, что вы пришли? Мы же до 5. Так сейчас же без 2 минут 5. Вы что, смеетесь? И вот это такая штука, пока не помажешь, не поедешь, оно... Не, у нас еще сервис, ничего. Мне в Италии недавно официант сказал, когда после того, как я его 25-й раз уже позвал, просто к нему подошел, он говорит, я вас видел, я вам подойду к вам, когда у меня будет возможность. Ты пошел просто за барную стойку, взял, что тебе надо, потом чек, потом вынесешь. Нет. Когда у тебя будет возможность? Уведут, может, 0,5% условные. Ну тогда, конечно, вот эти все люди, которые сидят на зарплате в 5000 гривен, поуходят, потому что левака не будет, а ты не сможешь его нести. Нет, но в таких штуках левак все равно останется. У нас врачи не говорят, что надо сказать спасибо, но мы почему-то много лет предполагаем, что врачу надо что-то оставить. А роды тоже. Ты врачу платишь $500, а еще ты дополнительно 100 гривен, 50, 200 гривен, 300 гривен. А тут положил 500, сказал... И пошел. Конечно, этот врач не хочет переходить на систему, как у нас там, чтобы ему платили $1000 в месяц и все. Хотя он официально 5000 гривен получает. Конечно, ему невыгодно, ему ж не будут заносить, блин. Ты понимаешь, все равно человек, у которого ребенок там планируется, его там роды планируются, он все равно отнесет ему пятихатку. Да, потому что думает, станет лучше, а лучше потому не что станет. лучше станет, да, а лучше не станет. Но зато ты спокоен. Такой же будет болт забит, как, в принципе... Но зато ты спокоен. Но зато ты спокоен, да. Ты ж откупился. То есть ты откупаешь просто свою нервную систему, да. по сути. То есть сервис не меняется. Если сфотографировать роды с пятихаткой в кармане у врача и без, то есть 10 отличий не будет. Не, у него улыбка либо вверх, либо вниз. А так все пройдет одинаково. Также от нашего постоянного зрителя вопрос. Было бы интересно послушать о токеномике. Как понять, какая монета скам и мусор, а от какой есть реальный толк? Могут ли разработчики доливать количество монет в дальнейшем, или это априори невозможно? И после этих вопросов маленькая плюшка для вас написана. Спасибо большое вам за то, что вы делаете. Пожалуйста. Тут миллион вопросов было на самом деле. Токеномика, как правило, прописана в white paper. Вы поднимаете этот документ, он, как правило, есть на сайте. И, собственно говоря, в этом white paper, помимо roadmap и каких-то планов и всего прочего, там, как правило, написана токеномика. То есть токеномика представляет из себя мат-модель прогноза роста капитализации и цены токена. У нас, допустим, общая эмиссия $1 миллиард монет. Наша монета, допустим, наш токен, точнее, нужен для того, чтобы, оплачивая такси в нашем токене, вы экономите 15%. Таким образом, они там в этом white paper описывают, что мы планируем развиваться, интегрироваться в такие-то сервисы такси. У нас уже там есть предварительные соглашения, договоренности и так далее и тому подобное. Соответственно, ввиду того, что этот токен будет компенсировать 15% стоимости, мы планируем, что его будут покупать в таком-то объеме. Каждый год будет уменьшаться, будет сжигаться какое-то количество монет, сколько километров проехали или еще как-то. То есть будет объясняться, что с каждым годом будет повышаться ценность этой монеты с помощью тех или иных инструментов. На каждой бирже, кроме нашей, есть биржевой токен. То есть с помощью этого токена можно получать комиссии, можно получать какие-то преференции. За счет того, что растет количество юзеров, которые используют этот токен, у них есть конкретная мотивация купить этот токен, потому что на нем они оптимизируются, зарабатывают больше и так далее, теряют меньше. Соответственно, этот токен постоянно покупается, и, соответственно, ввиду того, что покупается больше, чем продается, цена растет. Далее, соответственно, они, допустим, какую-то получают прибыль. В рамках этой прибыли осуществляют сжигание монет. То есть, соответственно, у нас сегодня было 100 монет на $1000, завтра сжигается 50 монет. Соответственно, каждая монета из оставшихся 50 стоит в 2 раза дороже, образно говоря. И таким образом, соответственно, в каждом проекте есть своя токеномика. Математическая модель роста инвестиционной привлекательности этого проекта.
Но это как должно быть. Как отличить скам-проекты? Во-первых, на странице скам-проекта, который только появился, первой отличительной чертой будет являться то, что они партнеры Siemens, Bosch, Procter & Gamble, Visa, MasterCard, Обамы и еще кого-то. Обещают бонус в 30%. Да. Средняя рыночная стоимость денег на сегодняшний день в странах СНГ составляет приблизительно 2-2,5%, где-то 3% в месяц. Когда вам обещают профит в 45% в неделю, вот, то есть, ну, как бы чисто гипотетически можно предположить, что это, как бы, скорее всего, какая-то скамина. Также в адвайзерах есть фотографии неизвестных людей. Это вообще это самое смешное. Нету компании. Нету юрлица. Не, оно написано, но никто не заходит дальше того, чтобы взять номер лицензии и куда-то его даже вбить в Google. Когда до лицензии просто взять юрлицо и посмотреть, вообще существует ли это юрлицо. Но, как правило, эти юрлица регистрируются там в юрисдикциях, где, в принципе, можно посмотреть, да, в том числе бенефициаров. Проверить компанию, проверить бенефициаров этой компании, чтобы было понятно, да, что это не фунты какие-то, потому что там могли просто посадить какого-то, образно говоря, бомжа. Когда осуществится скам непосредственно, вы пойдете в суд, да, юрлицо действительно есть, и подать в суд есть на кого, как бы, а чувак скажет, да, что, на 15 лет могу заехать вообще только так. Я как бы, мне даже и по кайфу, собственно. Особенно, если в швейцарскую Зачем я вышел? Мне тут дискомфортно. Как правило, проекты, которые действительно успешны, да, это проекты, которые, ну, почему-то вот так получается, что это проекты, у которых есть какой-то свой блокчейн, который дает бенефиты для бизнеса. Там, например, да, какой-нибудь Stellar или Matic или Solana и так далее. То есть это блокчейны, в сеть которых имплементируются другие проекты, за счет этого масштабируется основной бизнес. Таких проектов немного, соответственно. Но опять же, есть проекты точно так же, есть проекты Scam, которые предлагают какой-то кастомизированный блокчейн, ни хрена не децентрализованный, да. Вот, потому что они там могут как бы, да, там, взять в любой момент, остановить транзакцию или вообще, или отозвать ее и так далее. Поэтому внимательно изучать все документы, стараться вникнуть в то, что предлагает этот продукт. Потому что, как правило, это все очень громко, помпезно упаковывается и звучит так, как будто завтра эта компания будет стоить дороже, чем Tesla. Ну, еще такой вопрос, ну, вот то, что мы уже говорили 50 раз, наверное, здесь, или 1000, не знаю сколько. Люди вам обещают 30%, там, я не знаю, в месяц, только вложите там $1000. Просто компания, которая заявляет такое, и она знает секрет успеха, и у нее есть ключ от этого, ну, поверьте, найти деньги под займ сейчас особенно, где они стоят в Европе с отрицательным балансом депозиты, или, в принципе, есть люди, знакомые, друзья, товарищи, которые могут принести и дать вам деньги. Если вы обещаете 30%, у вас все настолько четко, но поверьте, это, ну, так не может быть. Это получается, знаете, такой вам парят вечный двигатель. Ну, то есть не бывает чудес. Обычная пирамида. Самая классическая. Самая классическая, красиво упакована через блокчейн. Опять же, ребята, которые хотя бы как-то немножечко волокут в блокчейне, да, там разбираются в криптовалютах, но при этом являются мошенниками. Такие опасные чувачки, потому что вы с ними говорите на разных языках. Например, человек не знает английского, и он тебе рассказывает про блокчейн. You know, wine carpet light is Да, англоязычные мошенники, это просто вообще у них прям вообще все такое просто sounds good, it's great, у них все такое вау. Вчера мы были в Канаде, значит, разговаривали да, с они Биллом. постоянно где-то были, у них постоянная какая-то Канада, какая-то чуть-чуть там европейского, забрали бизнеса, немножечко долю отняли тут-сюда. Они все одинаково рассказывают. Одинаковый постоянно трёп о том, какие они масштабные, как они везде. И они в натуре везде ездят. Они приезжают в какие-нибудь Дубаи, там берут в аренду какую-то ламбу. Обязательно часы, роликсы за $100 тысяч золотые, да, такие супер вот. Золотые, да. Супер золотые. Супер да. золотые. Хотел сказать, думал, как это, супер золотые. Супер золотые, да. То есть 1999 проба, золото. Минимум.
Вот таких лохов, как бы, в принципе, можно сразу распознать, потому что у них всегда успешный успех, как бы этот успешный успех прослеживается как бы через проект, через подачу, через презентацию, через токеномику. Вам там не будут рассказывать о глубине разработки и технологий. Вам будут рассказывать о том, что мы сейчас пойдем и сделаем просто на изиках 30% за эту неделю, сынок. Если ты еще не с нами в лодке, то, блядь, одумайся. Вот, типа... И как бы уже мы набрали 55 человек, а всего в группу 70 человек всего лишь может попасть. Да, и там постоянно есть вот эти резервные 2 места. Да, и про обратный отчет каждый день, который обновляется до 24. Мы не ожидали, что поступит 10 тысяч заявок при возможном количестве 50, и поэтому добавляем еще 100. Только сегодня вот эти 100 заявок. Я вас прошу, не делайте как вчера, не разрывайте мне директ, пишите нашему менеджеру ВКонтакте. И люди на это ведутся, вы представляете? И знаете, что вот еще самое опасное, то, что Вова сказал, это люди, которые... Ну вот не самые идиоты, просто скамовщики, которые сели реально. Вот они просто мошенники по жизни. Он сел, прочитал, что такое блокчейн, что такое смарт-контракт, он прочитал, что такое там монета, что такое токен. Ты сейчас свою историю описываешь? Так вот, и тогда человек приходит, и вот создавая успешный успех, апофеозом всего этого, везде все круто, все классно, мы научим, вложи чуть-чуть денег. Вот вложи чуть-чуть денег. Апофеозом всего этого, знаешь, что становится? Я не знаю, что такое расходы на ведение хозяйственной деятельности. Ну, я знал, что ты сейчас к этому поведешь. Вот это... Короче, ребята, когда человек говорит, что он на изи зарабатывает, там это, то, и я просто хочу помочь людям за каких-то $2000. Блин, это ж не деньги. Если у тебя есть десятка, ты их отобьешь реально за неделю. За неделю ты их отобьешь. Это просто помощь людям. Бармен, сука, стоит 24 часа, наливает коктейли 3 дня подряд, пятницу, субботу и воскресенье он там выходит и получает там $200, 300, 500, я не знаю, ну там в зависимости от бара. Человек там это наливает, все там работает, моет эту посуду, бежит туда, поднимает, тут все. Наши операторы любимые, которые там снимают, там графики наши, граферы, как? Дизайнеры графические. Графические дизайнеры сидят, блин, просто 4 дня лепят. I love you. Выпуск, чтобы вы посмотрели 40 минут или 30 минут. И тут человек говорит, вы знаете, было у меня $5000, я их пошел вложил, и уже через неделю мне было 7. Да, я как бы 3 года назад я еще ел мивину. Ну, вот видите, я же сижу сейчас в 8,5 килограммах винограда, 284 грамма чачи. Успешный успех точно знает, сколько стоят роликсы. До $1. Но если ты его спросишь, например, как формируется бизнес и из чего формируются управленческие расходы, то он тебе скажет, что ему это не нужно, потому что для него главное 2 раза в год приезжать и забирать кэш. Бизнес так и работает. Ты стартуешь, потом приходишь и забираешь кэш. И все. Все, изи. Все люди хотят взять кэш и работать с ним. Наша постоянная рубрика «Как строить бизнес». Просто. Они забирают себе там зарплаты, там, распределяют все. Ты, как бы, естественно, ты владелец бизнеса, ты приехал и получил свое. Ты же не лох впрягаться, конечно. А сотрудники сами разберутся. Ну, и там же нет ни одного человека, который тебя может вжарить, обмануть. Более того, просто допустить ошибку. Просто ты просто вот в один день приходят все твои новые сотрудники, вот сколько их надо тебе. Сколько надо. Сколько надо. Вот, то есть так рынок труда работает. Ты говоришь, мне надо 45 специалистов, комплект. Тебе сразу рекрутеры говорят, пожалуйста, 45, как просили, в бантике в таком. Да, или, например, открывается... Ты заряжаешь туда бюджет операционный, ты не знаешь, что это операционный бюджет, потому что ты не лох, и тебе это не надо. Просто заряжаешь туда бюджет. Котлету, я называю котлета. Кидаешь туда кэшек, первый кэшек. И все. И после этого дня 2 раза в год ты приходишь забирать у них кэшек с профитиком. Профит по-любому. Вот. А кэшек забираешь дважды в год. Мы когда биржу начинали, я ж позвонил, как бы говорю, нам нужно 1,2 миллиона клиентов. Мне говорят, да, пожалуйста, все. Вам на когда? Все, я вот... Давай пятница завтра, давай на понедельник. И все, я вот теперь вот езжу в офис только кэшек. Но вдруг тебе захочется 5, ты ж в любой момент звонишь и говоришь 5 миллионов. Ну, конечно, просто я пока не хочу звонить. Ну зачем? Ну, потому что, зачем? Мы же обо всех. Нет, если я позвоню, сейчас сразу заберем 5 миллионов клиентов, это же получается у кого-то станет меньше. Да, а мы-то за развитие. Да.
А мы как бы... Мы всем помогаем, мы со всеми делимся. Да, потому что это бизнес. Бизнес — это помощь всегда. Бизнес — это про поделиться. Да, бизнес — это про поделиться. Сука, это лучше. Гороховский сегодня ж пост написал. Бизнес — это про поделиться. Да, в целом так и есть. Один из наших подписчиков написал целое эссе для вас. Вова, ну ты бы... Многоуважаемые Владимир и Глеб, существует ли фундаментальный анализ крипторынка и его отдельных монет, например, биткоина? Если вы считаете, что да, дайте, пожалуйста, его обобщенную формулировку, потому что мой широко известный в узких кругах друг под ником WA утверждает, что фундаментально оценить биткоин невозможно, а на крипторынке есть примерно 100 игроков, у каждого в среднем по 1 ярду долларов, и они все решают. Так и есть. Рынок очень жестко манипулируем, и есть крупные игроки, Киты. да, которые этим рынком управляют. И когда мы видим какие-то, мы об этом уже говорили 100-500 раз, повторюсь еще один, ваш коллега под ником ВА очень прав. И фишка заключается в том, что все новости, которые выходят относительно рынка, они нужны для того, чтобы объяснить то ценовое движение, которое произошло. 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 Не произойдет. Да, то есть никто вам в новостях не подскажет, где правильно купить или где правильно продать. Потому что все новости всегда заложены в цену. Новости эти все покупные, стоят 3 рубля, насыпается тоннами, когда нужно, негативный новостной шум. А все перепостили еще. Да, ну конечно. Но опять же, когда пишут издания Тир-1, когда пишет какой-нибудь Bloomberg, например, его сразу же перепощивают сотни изданий. Не надо даже быть семипядей во лбу и проплачивать там тысячи каких-то издательств. Этот инфошум запускается для того, чтобы объяснить ту или иную историю, которая уже была просчитана вот этими ребятами, которые играются на этом рынке. И еще обратите внимание на такую корреляцию. Извини, может говорить корреляция, что такое, или это не... Мы же для чайников. Да пускай гуглят. Я еще буду объяснять, что такое корреляция. Если вам непонятны некоторые термины, пожалуйста, зайдите в Google. Да. Когда идет падение или какие-то проливы на криптовалютном рынке, следом происходят проливы на фондовом рынке. Биткоин, понятное дело, в разы менее ликвидный, и криптовалютный рынок в разы менее ликвидный, нежели фондовый рынок. И, соответственно, так как биткоин и криптовалюты являются высокорисковым активом, да, то есть это типа high risk для крупных игроков, они, соответственно, сливают в начале свои позиции в низколиквидном рынке, а потом закрывают свои позиции на фондовом рынке. Вот. И, соответственно, мы видим пролив фонды. И наоборот происходит такая же ситуация. Вначале откупается крипта, а фонда стоит, а потом откупается фонда. Вот. То есть, можете посмотреть как бы за вот этой корреляцией, просто можете открыть для сравнения график S&P, там, фьючи, например, и сравнить, например, с графиком биткоина. Ты только что заикнулся за списки Forbes, и я вспомнил, что в одном из выпусков, который вскоре выйдет на нашем канале, у вас была словесная перепалка с нашим дорогим гостем, где ты спросил у него, знает ли он, сколько стоит место в списке Forbes, и он тебе ответил, а знаешь ли ты, что умные люди платят, чтобы туда не попасть? Было такое? В том числе, да, я помню, да. И очень интересно, почему они платят, чтобы туда не попасть? Какой у них профит от этого? Потому что очень все просто, потому что деньги любят тишину, это раз. Во-вторых, в нашей стране очень много капитала сколочено и заработано на каких-то комбинациях, нелегальных историях и прочем всяком дерьме. С них, соответственно, с этих доходов и с этих всех вещей, соответственно, не платятся налоги. Зачем светить, что у тебя есть эти деньги, тем самым вызывая волну, как бы, определенный в свой адрес среди там проверяющих, контролирующих и еще каких-либо служб, органов и людей. Деньги любят тишину, и когда, соответственно, возникает такая история с тем, чтобы поставить кого-то, у кого реально есть эти деньги, а поставить его в список Forbes, как бы люди готовы заплатить за то, чтобы не попасть туда ни в коем случае. Даже Игорь Валерьевич хочет туда не попадать, но
Не может. Но он не может платить, потому что платить не в его... Не в его, да. Не в его стиле. Он может попросить сильно, матом поругаться, но платить нет. Да, уж ввязали вы меня в эту... Эх. Что такое газ в криптовалюте? Газ. То же самое, что и не в криптовалюте. Чтобы поехать, надо заправиться. Газ — это такая штука, которая платится за отправку криптовалюты. А в свою очередь газ пересчитывается в деньги, в эфир. Такая дробленая криптовалюта для того, чтобы комиссии же не очень большие. Да. Если бы комиссия каждый раз списывалась бы именно в криптовалюте, то это было бы огромное количество децималов. Знаков после запятой. Знаков после запятой, да. И, соответственно, для комфортного расчета комиссий. Да, это было еще придумано, когда эфир стоил там $4, $1. И Дорого было брать, кстати, по $4 эфир. Дорого было. Дорого было. Сейчас-то он по 4000, ну, по 3600. Ну, как бы, хотя мы не знаем, когда выйдет этот выпуск, может, он уже и 4 будет. По 25 уже По будет. 25, может. Я просто сегодня читал новость, что аналитики одной из компаний предрекают эфиру рост стоимости до 26-35 тысяч, а биткоина до 170. Так это, Все покупать биткоин! так это X10 всего лишь по эфиру. X10. Если у вас есть деньги, мы можем их у вас взять, Недорого можем рассказать, опираясь как на заработать. торговую рекомендацию Да. одного из аналитических агентств, которую мы получили сегодня в Телеграме по специальному каналу, защищенному, в специальной защищенной группе. Там всего 2 человека. Там с я небольшим его. количеством участников, закрытая немножко информация такая. Вот. И мы можем с вами вместе прокатиться на этих горках. Это говорю вам я, Владимир, у которого золотые ушки на часах, держащий ремешок. Как я их заработал, по-вашему, на эти часы? X10 ебашу раз в неделю стабильно. Блин, к сожалению, к самому большому сожалению, что И наши джинсы у люди, меня, между прочим, Dior. наши люди очень хотят верить в чудо и хотят малой кровью, ничего не делая, реально получить деньги. А это воспитание советское, потому что еще осталось в голове. Сидел на печи, сидел на печи. Золотая рыбка, желание. Да у нас куда ни плюнь, везде Куда какая-то везде халява. не- да. Цветик-семицветик. Илья Муромец 30 лет просто лежал, потом силушка. Пошел все. Да. Ну. Очень удобно. Единственный нормальный позитивный персонаж Змей Горыныч. Он всех... А у нас есть, подожди, у нас есть какая-нибудь сказка, где нет халявы, подожди. Винни-Пух. Винни-Пух хотел халявы, то жопу прострелят, то в дупло не влезет. Винни-Пух трушный мультик, кстати. Трушный мультик. Да, осел там бедный, то ему Осел шарик терпила. подарили. Лопнувший шарик. И он Лопнувший. радовался, что он и входит, и выходит. Понимаешь? Да. Да, в Винни-Пухе нет халявы. Халявы там вообще. Там реально терпеть пришлось просто за мазок меда. Винни-Пух — это реально мультик про реальную жизнь. Ну. То есть, если ты рассчитываешь на то, что тебе кто-то подарит шарик, как бы, ну, то есть, рассчитываешь на халяву. Дизайнер-график может стать небольшой отрывочек от Винни-Пуха на чеченском. Очень прикольная штука. وجودنا نغمال بالبوسو قالوا على ملا خلجي قارت صلو نبختي شخيخو وين فيد بوسو انسو تاني دقاش عايزي بات ماش بينش توت ايش بيوخ بو Наша постоянная рубрика «Рекомендации графического дизайнера». Сейчас я вам прочитаю комментарий господина Панков 29, нижнее подчеркивание. Я уже думал, когда господин Друзь будет сейчас что-то писать комментарий. Расскажите про скам-биржи, в скобочках, WhiteBit, например. Так вот, вопрос от меня. Есть ли какие-то предпосылки считать WhiteBit скамом? Так он бы написал предпосылки. Вот ты, пожалуйста, потрудись, потрать какие-то 5 минуточек своего драгоценного времени. Зайди на сайт WhiteBit, посмотри, где WhiteBit зарегистрирован. Потом зайди в реестр, посмотри, значит, кто в этой компании зарегистрирован. Если ты там найдешь фамилию, подобную с фамилией SEO этой компании, значит, соответственно... И ведущим. Значит, соответственно, и в том числе ведущим. Значит, соответственно, вот эти чувачки, которые находятся в этом юрлице, которые отвечают за эту биржу, не предполагают, вероятно, скамить
познакомиться, потому что получат в конце судебные сроки. А после этого, мой любознательный товарищ, зайди на биржу Binance, посмотри, где зарегистрирована она, потом зайди точно так же, посмотри, кто конечные бенефициары в этой компании, и ты узнаешь, что там никого и близко нет из тех лиц, которые вещают в Твиттере. Значит, что? Значит, если они сойдут, то твои бабки пойдут на вместе с ними. Ну и помимо Наша этого... постоянная рубрика «Разберись за 5 минут». Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Почему такая большая минимальная ставка на трейд? Например, на Dogecoin минимальная ставка составляет 85 штук. И это я про WhiteBit. Смотри, минимальная сумма покупки зависит от курса. Мы отталкиваемся от того, что минимальная сумма покупки должна быть приблизительно в районе $10. Понимаете, просто в чем дело? Автоматически система не может пересчитывать минимальный порог по всем монетам, потому что они крайне волатильны. Вот Dogecoin недавно стоил 75 центов, 2 месяца назад до этого стоил 4 цента или 3 месяца назад. Вот, и, соответственно, как бы выставляется какое-то средневзятое пороговое значение. Но если вам неудобно работать с минимальным ордером на сегодняшний день 85 доги, то обязательно именно для тебя, наш подписчик, потому что ты нас смотришь не на крысу, еще и пишешь комментарии, вообще ты капитальный красавчик, мы завтра же сделаем 50. И 50 доги. 50 доги просто тебе на минимальный ордер отлетает от нас по-братски. Чисто, чисто, чисто. Воу. Ну, кстати, то, что ты интересуешься и написал этот комментарий, это очень круто. Последний вопрос, и он по традиции автобиографический. Расскажите, какие главные факапы случались во время создания биржи? И как вы находили первых ключевых сотрудников, когда проект был только задумкой? Факапов, значит, не было. Факапов не было, нет. Сотрудники приходили сами. Сотрудники приходили сами. Мы повесили, значит, это такое. Бизнес. Это бизнес. Это бизнес. Как и весь другой бизнес работает. Просто я как бы пришел... Мы на борде написали, офис здесь. И реально люди пошли просто вот так вот ручьем к нам. Да. Мы до сих пор этот ручей остановить не можем. Пришли... Не. Да, кстати, да. Сарафанное радио начало потом работать. Мы вообще сейчас, мы на входе, у нас такие копья стоят. Реально, чтобы они натыкались. Реально это доходит до того, что люди кидают спыс с канатом. Он стреет в окно и не лезут по нему. Ну, а HR отбиваются. И когда из метро бежит просто 800 новых сотрудников, 600-700 просто на копьях остаются. На копьях, да. Да, а 100 по ним перелазят. Так ладно у нас. У нас еще рядом офисы других компаний. Там такая же картина просто происходит. Там братская могила. Да, потом их сдирают с копий, получается, везут в больницу, они 2 месяца отдыхают чуть-чуть, лежат. У них же сколько? У них же 100 опять жизней. бегут на новую работу. У них же 100 жизней. 100 жизней, да. На самом деле история формирования нашей биржи очень интересная. Нам помогали в разработке биржи и ее основы. У нас было несколько ключевых людей, которые перешли к нам из другого проекта. И с помощью этих людей мы начали выстраивать процессы, в рамках которых начали добирать специалистов профильных точечно. Первый костяк команды у нас формировался очень долго. Потому что сейчас, когда у нас в команде больше 300 человек, у нас уже есть четкие, понятные структуры онбординга, когда приходит человек без квалификации в крипторынке, и он проходит обучение, и вот мы уже сейчас вышли на показатель, то есть человек может приступить к разработке решений, связанных с блокчейном, через месяц в среднем. А тогда, когда мы начинали, это была очень большой проблемой, потому что люди, которые занимались разработкой, в том числе, у них не было времени на то, чтобы еще кого-то обучать, и очень-очень долго происходила раскачка, вот это достаточно сложно. А что там еще был вопрос, Вовчик? Факапы. Факапы. Самый наш главный факап. Мы слили очень много бюджетов на абсолютно левые штуки, которые нам ничего не принесли. В какой-то момент мы вообще, в принципе, ушли от какого-либо маркетинга как такового и с головой окунулись в разработку и модернизацию продукта. Потому что мы поняли, что окей, мы сейчас, сделав кучу ошибок, потратив очень много денег, получили опыт. Мы можем реализовать этот опыт путем того, чтобы следующие бюджеты потратить более логично,
лично, точечно и качественно. Вот. Но мы поняли, что наш продукт не будет готов к приходу большого количества клиентов и трафика. И, соответственно, вот наши ключевые инструменты, точнее, ключевые силы были положены именно в разработку продуктов, потому что за 3 года мы выпустили достаточно много различных продуктов и очень сильно модернизировали нашу биржу технически, с точки зрения трейд-ядра и так далее. Вот. То есть она на сегодняшний день готова выдерживать огромнейшие нагрузки. Вот. И сейчас мы понимаем, как реально работает каждый доллар в маркетинге в нашей нише. Пришли к тому, что мы прекрасно будем коллаборировать и развивать нашу клиентскую сеть немножечко по-другому. Ну да, если говорить про факап, наверное, самые большие факапы были связаны с маркетингом и с просранными на этот маркетинг деньгами. Нету, так скажем, каких-то проторенных дорожек. На сегодняшний день понятно, как реализовать маркетинговую кампанию для фильма, например. Как реализовать маркетинговую кампанию для дистрибуционного бизнеса. Как даже для обычной IT-компании. Как реализовать маркетинг для IT-компании и так далее, и тому подобное. А вот как реализовать маркетинг для криптовалютной биржи, как бы никто не знает. Представьте себе, если динамично из месяца в месяц каждый год эта ниша прирастает, да, там от точки 0, да, прирастает определенным количеством новых пользователей. Вот, допустим, да, мы говорим там, какой профиль клиента криптовалютной биржи. Или как вы видите себя Кто через 5 лет? Кто угодно может быть клиентом криптовалютной биржи. Или как вы себя видите через 5 лет? Что? Криптовалютные биржи — это будущие банки. Это я вам так говорю, просто чтобы вы немножко понимали. Инсайдик прилетел. Такой маленький инсайдик из будущего, как прилетел к вам из 2027 года. Больше нету никаких нахрен банков. Все операции осуществляются на криптовалютных биржах, и это в разы, в тысячи, десятки, сотни, миллионы раз удобнее, потому что все это работает с технологией блокчейн, отправки и так далее. Никаких больше свифтов нету. Все это пошло на в нашем прекрасном 2027. Приходится во многом очень сильно экспериментировать, тестировать методом пробы и ошибок, да, и поэтому, да, Глеб правильно говорит, что с одной стороны это, может быть, был факап, а с другой стороны мы получили массу стратегий и массу экспириенса на тему того... Это плата за обучение такая. Да, на тему того, сколько же реально стоит юзер на криптовалютном рынке. Ну что, друзья, вот и подошел к концу выпуск «Крипта для чайников». Мы очень будем вам признательны, если вы за наш контент и за то, что мы делаем, отблагодарите нас лайками, колокольчиками и комментариями. Даже негативные тоже я очень сильно люблю перечитывать вот эти комментарии. Мне не очень нравятся короткие гневные комментарии. Срань. Длинные. Нет, есть и более изощренные. Фу. А нет... Звуки еще голосовой нельзя в комментариях? Баба какая-то ворвалась в комментарии под прошлым выпуском каким-то, как начала нас там... Да. Вы гомно, дерьмо, там что-то там начала писать. Это бывшая Вовчика. Мои бывшие лапочки. Это кто-то из твоих брошенок. Да я ж... Он про Остапчука, кончайте. Пока!